Друзья, с вами Плодородие Земли. Сегодня у нас 2 июля. Посмотрите, какие мои непроходимые джунгли приобрели вот более-менее ухоженный вид. Оставил я тут буквально по пару культур, допустил опять свою традиционную ошибку. Опять у меня под сидератами остались основные культуры. Вот как чеснок под злаками остался, теперь помидоры остались вот под всеми этими амарантами и прочими. И огурцы точно так же. Ну, сейчас хоть показались, хоть видно их стало. Такие тут, заросли были. Опять я отсюда 100 килограмм, наверное, зеленой массы вынес, курям выкинул. То есть зеленой массой, если бы я здесь урожай, вот в этом году я уже дважды. Сначала злаки и рапсы всякие снимал, потом вот все остальное, включая чеснок, которые заглушили чеснок. А теперь все остальное, включая оставшийся чеснок, да. Ну ничего, мне хватит, тем более я уже все равно всем раздал, кому считал необходимым. Кто со мной, ребята, крутится, все, на зиму обеспечены. Все. И себе тоже, вот, видите, куда мне столько. Теперь дальше. То есть я отсюда килограмм, вот с каждой грядки килограмм уже, наверное, боюсь сказать, под 200, но очень много снял. Здесь где-то 10 квадратных метров. Очень много. Вот если бы какие-нибудь салаты, да, я или зелень выращивал, вот были бы пару сотен килограмм можно было бы натянуть уже за 2 урожая. Так еще 3 можно получить. Вот настолько она плодородная. И все равно я продолжаю здесь получать этих чемпионов, как бы. Нарастут опять. Вот 3-й раз все равно чемпионы нарастут. И все равно здесь все будет в этом. Смотрите, какими он этими бутонами цветет. Интересный этот. Кисть интересная. Так все из одного этого вылазит. Видите как? Даже не кисть, а просто букетом. Букет вот такой получается. Представляете? Букетная кисть образовалась, а другие обычные, вот свисающие, другие кисти. Это что-то вот такое интересное выскочило, кисточка, представляете, какая? Вот я заметил тоже, не смотрю, необычный букет, и вот они собраны в букет, все помидорки. Посмотрим, что получится. А другие обычные кисточки. Вот. Кстати, небольшие, вот видите, здесь всего по 6-7 штук в кисти. Не как вот там, где смородина посажена. Здесь была конкуренция за место, понимаете, за место под солнцем. Несмотря на то, что питания всем достаточно, как в лесу, да, не хватает места под солнцем. И под землей эти растения друг друга убивать начинают тогда. Начинают они убивать под землей, мы же этого не видим. Почему в лесу полно органики, да, а растения все равно погибают? Потому что под землей они там так друг друга травят, так друг друга уничтожают, чтобы над землей у них было место. Чтобы солнце же питание дает. Больше половины питания дает солнце и небо, и они должны быть открыты. Это второе. Первое, должна быть еда, но когда еды достаточно, то единственным этим может причиной смерти быть это конкуренция. Конкуренция под землей за место под солнцем. Представьте, какой это диссонанс. Место под солнцем отвоевывается под землей. Корнями под землей. Они травят друг друга. Так, дальше, по существу теперь. На канале нашего горя эксперта, да, Погорелова, хоть на что-то сгодился. Там у него интервью с доктором, профессором химических наук МГУ имени Ломоносова, Ирина Васильевна Перминова. Она рассказывает о гумусе.
И что она говорит? Гумус это разупорядоченный углерод, настолько разупорядочены связи с другими элементами и между собой углерода. Помните, я вам рассказывал, как он по-разному друг за друга держится, углерод, и другие вещества тоже удерживает по-разному. Там миллион комбинаций может быть, и так держит, там и так держит, да, вот, ну вот, вообще по-всякому. Друг за друга углерод может держаться, это уже разные вещества. И представьте, там метаболиты в почве сотен тысяч микробов, если не миллионов видов микробов. И каждый из своих метаболитов делает, это мое объяснение, что углерод это отходы, то есть метаболиты это отходы этих микробов и грибов, которые они отложили, вот, ну, про запас, отложили. И чтобы понять порядок, каким образом это все происходит, нужно понимать самое главное, что каждый микроб это делает для себя, для своего растения. Он откладывает свои же отходы, как бы упаковывает их, сшивает между собой нитями. Помните, я рассказывал? Либо как бы в целлофан оборачивает, либо между собой как бы нитями сшивает, но не дает ему уже распасться, выветриться, смыться там с другими веществами в химическую формулу вступить, или в связь вступить, или чтобы какой-нибудь другой микроб их не скушал. Вот гумус, раз, вот превратились в гумус, и уже ничто не может с ним произойти. И он может очень длительно храниться. И чем дольше он хранится, тем больше упорядочиваются эти связи углеродные, да, все упрощается и сводится к единому, и вот все в камень превращается, понимаете? Это мое определение. Вот самые разупорядоченные вот связи, да, в гумусе, когда они уже в гумус собраны, да, каждая связь, вот, каждым микробом вот по-своему упакована, да, собрана и упакована для своего симбиотического растения именно. Если вдруг его растению понадобится какой-нибудь элемент, а в почве его не будет, то микроб его из своего же собственного гумуса возьмет, который его предки для него отложили, на черный день отложили, возьмет и разложит его, и необходимый элемент предоставит своему растению, освободит его. Все остальные потеряются, разбазарятся, но именно нужный элемент достанется вот по назначению. Вот настолько вот продумано все в природе. И гумус это всего-навсего склад, который может быть использован, понимаете? Вот все эти метаболиты, когда вырабатываются, да, они либо тут же идут на рост растения, да, и тогда это, ну, наибольший эффект бывает тогда, когда метаболиты свежие, когда только вот разложившиеся, да, с помощью микробов элементы, высвобожденные из органики, вот съел микроб в часть этой органики, да, и выделил ее, и она уже в доступной форме, уже в виде химических элементов, в хелатной форме, понимаете? И эта хелатная форма может тут же пойти на новое растение, на новую жизнь, стать тут же, и тогда эффект больше. А если не понадобится, вот рядом нету растения, да, а микробы разложили органику, да, определенную органику разложили, и не востребовалось, вот, и высвободившиеся элементы вот не востребовались, то они этими же микробами раз и сшились, упаковались и складировались на тот момент, когда понадобится что-нибудь и не будет кругом. Вот из-за того, что, вот видите, вот человеку так весь гумус и схлопнул. Весь гумус человек схлопнул из-за того, что его постоянно распаковывали микробы, чтобы восполнить дефицит, который человек образовал в почве своими вот этими, вмешательствами, перекопками и там непонятным, удобрением, да, вот земли, как человек начал удобрять. И вот смотрите, вот на границе живого, да, живого
и мертвого. Вот ученые не могут это объяснить. И вот им нужно понять только, вот объяснить как-то вот это разупорядочение они не могут даже, представьте. А вот вам мое объяснение, что каждый микроб под себя его упорядочивает, именно свои метаболиты, именно в свою вот форму гумуса для своего собственного симбиотических своих растений. Вот и все. Вот и все. И преобладает именно те вот виды гумуса, какие микробы там на тот момент вот, ну, его откладывают. В общем, караул, как можно 40 лет этим заниматься, да и не допетрить вот до этого. Меня вот это не понимаю. Как вот эти целые, стада ученых до вот таких простых вещей не допетривают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В общем, вот, ну, не владеют они абсолютно вот техникой. Вот, понимаете, они не работали с большими массами микробов. Вот там в 250-тонных чанах. Вся беда в том, из-за того, что они в этих чашках Петри с ними работают, да, вся беда из-за этого. Там некоторые микробы вообще нужны только для того, чтобы переработать там какие-то выделения других микробов. Только за счет этого они живут. И они без своих, как бы, ну, скажем так, микробы, вот, допустим, животные паразиты, оно же без хозяина не может жить, да? А как бы человек в чашке Петри пытается его вырастить без хозяина. Вот, ну, даже не знает, что оно вот именно с хозяином живет, да, в природе. Ну, условно говорю, там как это, без своей ракушки не может жить, там, да, улитка, там, допустим. Вот так же, ну, мы пытаемся их выращивать без своих вот сожителей в природе, обязательных, на генетически, вплоть до генетики, вот, обязательных. В общем, на границе живого и мертвого вот этот слой, да, это слой, вот то, что я называю опадом и распадом. Вот как бы это как сказкой не выглядело, там, русской народной сказкой, да, живая вода и мертвая. Вот эта граница, вот где полностью вот происходит не биологическая гибель, да, а вот химическая смерть, вот где распадается полностью вот вещество распадается на элементы, да, с помощью микробов. Они его съедают и через себя пропускают. При этом они не грызут это все, они сами не твердые микробы, они вот как плазма, ну вот жидкие. Жидкие. Как с чем вот сравнить его с этим? Вылетело из головы. Не вазелином, а ну, в общем. И вот на вот этой границе, смотрите, там, где наступает вот химическая смерть, да, вот полный распад, это бывает вот в слое распада, да, в слое опада и распада происходит это. Вот именно там возникает жизнь, где полная смерть уже наступает, вот именно там вот жизнь наступает, потому что распадается все на доступные для растений в хелатной форме элементы. Вот это и есть вот, прах. Но этот прах вот доступен всему живому. Он поедается, видите, всем живым. Может стать составной частью живого. Вот именно прах, то есть распад на элементы в хелатной форме. Вот такие вот вещи. И смотрите именно в этом слое. Вот там, где достигает полного дна, да, именно с этого дна вырастает жизнь. Именно отсюда растут семена, именно отсюда растут корни. Именно. И представьте, человек берет и разрушает этот слой, который создает жизнь. Ну, достигая полной смерти, да, создается жизнь. Полной вот химической гибели. Химическая, физическая, вот так, гибель, не биологическая, а вот химическая и вот физическая гибель, когда наступает, то наступает этот, ну, химический распад вот полностью, да,
и то вот это и есть источник жизни, источник начала жизни. И на своих грядках, а человек взял его и на больше, чем половина земного шара это все нарушил, понимаете, нарушил. Он этот слой во всех полях взял и уничтожил, из которого вот жизнь создается. Представьте, что мы наделали. И нужно срочно это все восстанавливать. И сначала вот в наших грядках, да, потом, ну, нужно и на поля это все трансформировать обратно. Иначе кранты. Я вам вот просто объяснил, вот, хотя всю науку взял вот так, в одну руку, да, вот так вот взял и растормошил, и то вот больше этого. Больше них всех вам объяснил, как это все происходит. Лучше их всех, потому что они сами не понимают даже элементарных вещей, сути не понимают, сути, что вот этот гумус, почему он такой разупорядоченный, они этого даже понять не могут, они его даже, представьте, они его по косвенным признакам ощущают, вот они его видят, да, видят, но назвать и описать, ну, не могут, потому что измерить они его там понять могут только по каким-то косвенным признакам, хотя они его видят и щупают своими руками. Представьте, насколько глупа эта вот, ну, наука. С одной стороны, да, вот та же химия, вот насколько глупа, что она вот границу живого и мертвого она не видит. Она ее вот как бы, ну, не чувствует даже. У нее нету этих сенсоров, да, которые вот могут быть улавливать могут вот это. То, что я вам сейчас описал простыми, вот, ну, простейшими, самым простым способом на земле объяснил вам это все. Насколько это все просто. А для всей науки это настолько сложно, что она даже обсудить этот предмет не может. Вот и все. Ладно, друзья, нам вот это вот таинство, да, мы познали его, и нам его просто в грядках надо восстановить и наполнить жизнью наполнить. И мы можем это все эффективнее и интенсивнее, чем в природе делать, ну, в сотни раз. Видите, насколько быстро у нас это все получается. Зная вот смысл, да, суть природы зная, ну, на своем вот этом уровне, да, вот, мы можем восстанавливать любую почву и можем работать, чтобы она работала, да, вот с помощью вот различных провокаций, ну, самых разных методов, да, вот, которые мы применяем. Хотя все одно, по большой сути все одно. Это все один агротехнический прием. Органобиологический, микробиологический. Просто вот по-разному его можно тоже исполнять, этот органомикробиологический прием. И все. И в сотни раз интенсивнее, чем в природе это все можно делать. И получать вот, ну, чистейшую продукцию, да, природную, настоящую. Получать куда больше урожай. При этом оставлять и свое здоровье поддерживать, ну, в порядке, да, по иммунитет стопроцентный иметь. И экологию, да, и все, что мы уже успели испортить, это все можно восстановить. Все абсолютно. Вот зная суть и, ну, вот такие вещи. А с этими, блин, учеными, я чувствую, ну, мы зайдем в окончательную гибель, тупик, вот гибель. Вот привели они нас примерно к этому. За очень короткий срок, вот своей глупостью, конечно. Так, друзья, всем огромных урожаев и стопроцентного иммунитета, да,
вашим растениям, чтобы, ну, у вас тоже все благополучно было. Короче, здоровая земля, здоровые все жители на этой, все, кто касается этой земли, они все будут здоровы и счастливы. Вот так. Если они будут на здоровой земле вот жить, да, и здоровой земли касаться. И все будет, вот по 3 урожая будет. Просто я технически не могу этого, вот не исполнил опять этого, хотя пытался, да, вот. Но вот я вам показал, какие вот массы, да, вот зеленые можно снимать вот 3 раза в год, по сути. Если вот, ну, грамотно этим заниматься, да, не как я скакать там на 10 этих работах и на 10 участках. А если бы на одним участком занимался, вот, плодотворно, да, я бы здесь, ну, вот, чисто на культурных растениях бы жил, я бы, ну, вот, раз, вот, 3 урожая бы снимал. Причем не монокультура, а сразу по 2-3 культуры. Сразу по 2-3 культуры. Основные культуры, плюс еще небольшие. Ну, монокультурой лучше не заниматься. Лучше вот совмещать. Но совмещать грамотно, чтобы ты с урожаем оставался, а не так, как я. Вплоть до сидираты, вот до конца, пока они свою эту не покажут. Красоту, да, оставляю их. Ну, то есть я их, ну, не для этого выращиваю, чтобы вот, ну, на этом участке, чтобы вот прям урожай вот снимать. Но показываю вам, как все может расти в огромных количествах, да, в огромных. Помните этот Кабанеру или кто? Помните, на солнце сгорел? Вот ужасный был, еле-еле-еле пол точки там живого оставалось, да, вот в этих перцах. 4 перца были и полностью сгорели у меня. Мне вот Ролан дал, вот хороший парень, вот 4 перца, и я их забыл на солнце. На солнце. Сначала первый день был пасмурный, они удачно простояли. Второй день я их тоже не занес, и, ну, и они сгорели. И было, ну, они маленькие, сам по себе он маленький был, еще сгорел вот полностью на солнце. И там вот точка роста, ну, микрон какой-то живой виден был, микрон. И посмотрите, во что он превращается. Во что он превращается. Вот правда ему вот этот будет мешать, а это ксантоцерас. Как я его уберу? Это, ну, это дерево. Ксантоцерас. Его надо будет. Здесь и он, кстати, останется. Вот в центре грядки. Пусть пока здесь растет. Ну, буду сдерживать его рост, аккуратным размером держать. А кабанера себя, или как он там, хабанера себя еще покажет. Несмотря на вот такого не очень приятного соседа, и несмотря вот на этих соседей, помидоры тоже, ну, не очень-то вместе и растут с перцем. Вот прям вблизи их, ну, они не терпят друг друга. Прям когда близко-близко. Не любят особо друг друга. Это я заметил. Хотя, может, у кого-то другая практика. Не суть важно. Ладно, друзья, до следующих встреч. Надеюсь, я вам интересные вещи, да, рассказал. И вот, ну, вот про вот эту границу, вот этот слой. Он, оказывается, самый главный. В нем все питаются, рождаются, микробы, все в нем живут. Ну, подавляющее вот большинство вот движения жизни вот происходит вот здесь. Вот оно, вот это, ну, мало того, что здесь абсорбируется абсолютно все абсорбируется здесь. Это вот как фильтр всего живого. Вот здесь фильтр всего живого. И чисто физически тоже здесь все абсорбируется, да, вся вот, все сюда оседает, и все очищается здесь. И воздух чистится, самое главное. Воздух вот сюда в почву заходит в одном состоянии, да,
здесь внутри бывает во втором состоянии. И когда выходит, это бывает, ну, молодой, вот как вновь рожденный воздух, понимаете? Он через все живое здесь проходит, через микробов, да, и через растения, через все живое. Вот здесь проходит, и это уже совсем другой воздух бывает. Тут грибы, микробы, тут его все перерабатывает. Воздух разбирается прямо на запчасти в земле. Прямо на запчасти. Все отсюда, азот, все, водород, кислород, все отсюда забирается. Все. Все физические вкрапления, да, микроскопические, и все биологические, вся биологическая составляющая. А здесь и очень много, от спор до самих частей тел микробов, разлагающиеся. Все тут летает. Это для нас это прозрачная субстанция, да, а на самом деле воздух полон всего. Всего. Только золото в нем. Каждый день в него 2 тонны попадает микроскопического. Вот то, что с изделий стирается. Ну ладно. Я уже совсем на другие темы перешел. Ну, я все равно о важности вот этого слоя, о важности. А оказывается, это не просто там абсорбенты, не просто легкие планеты, не просто ее этот. Оказывается, вот здесь вся жизнь рождается, вся, и заканчивается все. И вот именно отсюда вот он должен быть в обязательном порядке на Земле, этот слой. А мы его убрали. В этом и наша катастрофа. Что жизнь больше не рождается на Земле в том количестве, в каком должна, потому что ей негде рождаться. Чисто вот физически это. И убрали место, где она рождалась. Большую часть этого места уничтожили мы это все. И нужно вернуть, иначе мы, нам хана. Мы сами отсюда и вылезли. И мы свое начало уничтожаем. И это плохо заканчивается. Уже мы чувствуем, что это плохо заканчивается для нас. И кончится плохо. Так что все. Все сказано.